Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как связать вот такую шапочку спицами. А также вам расскажу и покажу, как сделать помпон из натурального меха. Данный узор связан спицами. Шапка двойная. К тому же данный узор можно использовать не только на головных уборах для детей и женщин, но, поменяв цвет нити, можно связать и мужскую шапку. Особая благодарность Симе Пекер, модератору группы Академии вязания на сайте Одноклассники, за консультацию и помощь в вязании этого головного убора. Для начала нам нужно связать образец. Вот я набрала на дополнительную нитку 42 петли. Из них 2 кромочные, вот одна и вторая, минус 2. Получается у нас 40 петель. И эти 40 петель делим на 5. То есть раппорт у меня будет 5 петель. Значит, вы должны набрать для образца какое-то количество петель, которые делятся на 5, плюс 2 кромочные. И теперь мы будем вязать образец. Первую кромочную провяжем. И дальше вяжем таким образом. 2 изнаночные, 3 лицевых, 1, 2, 3. Опять 2 изнаночных, 3 лицевых, 1, 2, 3, 2 изнаночных, 3 лицевых, 1, 2, 3, 2 изнаночных. И так мы вяжем до конца ряда, и это у нас будет первый ряд. Вяжем изнаночный ряд, кромочную снимаем, петли вяжем по рисунку, то есть так, как они на вас смотрят. 3 изнаночных, 1, 2, 3, 2 лицевых, 1, 2, 3 изнаночных, 1, 2, 3, 2 лицевых, 3 изнаночных, 1, 2, 3, 2 лицевых. И так до конца ряда. Вяжем третий ряд. Он вяжется точно так же, как и первый. Одну петлю снимаем, 2 изнаночных, 3 лицевых, 1, 2, 3, 2 изнаночных, 3 лицевых. Вяжем по рисунку, как лежат петли. 2 изнаночных, 3 лицевых. И так до конца ряда. Довязала я третий ряд, лицевой ряд. Поворачиваемся, вяжем четвертый ряд, точно так же, как и второй. То есть, как смотрят петли. 3 изнаночных, 1, 2, 3, 2 лицевых, 3 изнаночных, 2 лицевых,
3 изнаночных, 2 лицевых. И так до конца ряда. Вяжем 5-й ряд. Кромочную снимаем, провязываем 2 изнаночные, 2. Вот 3 лицевые. Одну петлю лицевую снимаем, 2 лицевые провязываем и на эти 2 лицевые надеваем снятую. 2 изнаночных, 3 лицевые, одну снимаем, вторую и третью провязываем лицевыми петлями и на них надеваем снятую. 2 изнаночных, 3 лицевые, одну петлю сняли, 2 провязали лицевыми и на них надели снятую. Давайте еще раз. 2 изнаночные, 3 лицевые, одну снимаем, 2 провязываем лицевыми и на них надеваем снятую. И так до конца ряда. Вяжем 6-й ряд. Кромочную снимаем. Вот здесь у нас 2 изнаночные, которые были на той стороне лицевыми. Провязываем одну изнаночную, делаем накид, вторую изнаночную, 2 лицевые. Это у нас изнаночная сторона. Опять провязываем одну изнаночную, накид, вторая изнаночная, 2 лицевые. Вот 2 изнанки. Изнанку провязали одну, накид, вторая изнаночная, 2 лицевые. То есть мы возвращаем одну петлю сюда. Изнаночная, накид, еще одна изнаночная, 2 лицевые. И так вяжем до конца ряда. Вяжем 7-й ряд. Вот кромочную всегда снимайте так, чтобы у вас она не перекрутилась, потому что мы потом по ним будем делать расчеты. Одну снимаем, 2 изнаночных, провязываем одну лицевую, накид провязываем лицевой и еще одна лицевая, 2 изнаночных, лицевая, накид провязываем лицевой и еще одна лицевая. То есть мы вернули одну петлю на место за счет накида, 2 изнаночных, лицевая, накид провязываем лицевой, лицевая, 2 изнаночных, лицевая, накид провязываем лицевой, лицевая. И так вяжем до конца ряда. Довязала я 7-й ряд до конца, поворачиваемся. Вот у нас изнаночная сторона. Вяжем так, как смотрят на нас петли, то есть по рисунку. Кромочную сняли, не перекручиваем. Затем у нас идут 3 изнаночных, 1, 2, 3, 2 лицевых, 3 изнаночных, 2 лицевых,
3 изнаночных, 2 лицевых. Итак, вяжем до конца ряда. Вяжем 9 ряд, он точно такой же, как и 5. То есть 2 изнаночные, лицевую снимаем, 2 лицевых провязываем и на них надеваем снятую. 2 изнаночных, вот 3 лицевых, одну снимаем, 2 лицевых провязываем лицевыми петлями и на них надеваем снятую. 2 изнаночных, лицевую сняли, 2 лицевых провязали лицевыми и на них надели снятую. 2 изнаночных. Итак, вяжем до конца ряда. Вот довязала я 9 ряд, и теперь вы опять вяжете точно такой же узор. Несколько рядов еще вверх пробежите, вот таких вот узорчиков, жгутиков, чтобы можно было точно делать замеры. Ну вот 10 ряд, он будет у нас точно так же вязаться, мы уже вязали, то есть изнаночную провязываем, накид, еще одна изнаночная, 2 лицевых, изнаночная, накид, изнаночная, 2 лицевых. Рисунок очень простой, ничего сложного нет. Изнаночная, накид, изнаночная, 2 лицевых. Ну вот связала я образец. Вы образец не выбрасывайте до тех пор, пока вы не довяжете шапку до конца. Это первое. И второе. Значит, нитки ведут себя по-разному. То есть могут растянуться, могут наоборот усадку сделать. Тем более здесь худо-бедно небольшие жгуты. Поэтому обязательно постирайте, высушите. И только после этого делайте замеры. Иначе потом у вас все изделие пойдет на смарку. Либо вытянется сильно, а может и дать большую усадку. Так что, чтобы вам не пришлось перевязывать, обязательно стирайте образец, сушите и только после этого делайте замеры. Для начала свяжем образец и посмотрим, сколько петель в 10 сантиметрах. Вот кромочную я не буду брать. Будем мерить вот от следующей петли. Значит, в 10 сантиметрах у нас 30 петель. В 1 сантиметре 3 петли. Почему я в этот раз вязала большой образец и измеряла на 10 сантиметров? Потому что узор рифленый. Вот когда вы вяжете араны, косы, жгуты, вы обязательно пробежите 10 сантиметров. Потому что здесь, в этих узорах, 1 сантиметр точно измерить невозможно. Этот сантиметр может попасть либо на узор и
петли между узорами, либо на сам узор. Поэтому лучше замерять на 10 сантиметрах и высчитывать, сколько в 1 сантиметре петель. Теперь мы измеряем окружность головы. Ну, у меня она стандартная, я вот подписала 38 сантиметров. Значит, окружность головы 38 сантиметров. От 38 нужно отнять от 2 до 4 сантиметров, чтобы головной убор сидел плотно. Поскольку шапку я буду вязать двойную, в этот раз я от 38 отниму всего-навсего 2,5 сантиметра. И получаю 35,5 сантиметра. Теперь мы 3 петли умножаем на 35,5. Получаем 106,5 петли. Но для моего узора у меня раппорт 5 петель. Нужно не 106,5, а округляем. То я беру не 106,5, а чтобы разделилось на 5. То есть 105 петель. Вот, значит, у меня на окружность головы нужно набрать 105 петель. На дополнительную нить набираем 105 петель плюс 1. Набирать я буду на круговые спицы сначала. Спицы у меня номер 3. Итак, набираем на дополнительную нить удобным для вас методом. Сто 6 петель. После того, как я набрала на круговые спицы 106 петель, я их распределю на 4 носочные спицы. Или их называют иначе чулочно-носочные. Тоже спицы номер 3. Вот я пересняла с круговых спиц набранные петли. Спицы носочные номер 3. И теперь мы вязание замыкаем в круг. С левой спицы петлю снимаем и на нее надеваем петлю с правой спицы. И ниточки затягиваем. Вот после этого дополнительную нить можно обрезать. И вот эти хвостики можно связать. После того, как мы вязание замкнули в круг, берем нить, которой будем вязать. Я буду вязать в 2 нити. И вяжем первый ряд.
2 изнаночных, 3 лицевых, 1, 2, 3, 2 изнаночных, 1, 2, 3 лицевых, 1, 2, 3, 2 изнаночных, 3 лицевых, 1, 2, 3, 2 изнаночных, 3 лицевых, 1, 2, 3. И так вяжем по кругу. Вяжем второй ряд или второй круг. 2 изнаночных, 3 лицевых, 2 изнаночных, 3 лицевых, 2 изнаночных, 3 лицевых. То есть вяжем так, как смотрят на нас петли. Он такой же ряд, как и первый, один в один. И так вяжем по кругу. Вяжем третий ряд. Третий ряд точно такой же, как первый и второй. То есть 2 изнаночных, как на вас петли смотрят, 3 лицевых, 2 изнаночных, 3 лицевых, 2 изнаночных, 3 лицевых. И так вяжем тоже по кругу. Вяжем четвертый ряд. Он тоже у нас будет по рисунку. То есть 2 изнаночных, 3 лицевых, 1, 2, 3, 2 изнаночных, 3 лицевых. И так вяжем тоже по кругу. Вяжем пятый ряд. 2 изнаночных, провязываем, 1, 2. Далее у нас идут 3 лицевые. Одну лицевую снимаем. Следующие 2 лицевые провязываем. И на эти 2 провязанные надеваем снятую. 2 изнаночные, 3 лицевые, одну петлю снимаем, 2 петли провязываем лицевыми и на эти провязанные надеваем снятую. 2 изнаночные. Опять 3 лицевые. Одну петлю снимаем, не провязывая. 2 петли провязываем лицевыми. И на провязанные надеваем снятую. 2 изнаночные. И так вяжем по кругу. Вяжем шестой ряд. 2 изнаночных, 1, между спицами затягивайте первую петлю, 2, 2
Вот здесь у нас было раньше 3 петли лицевых, теперь 2. Значит, провязываем одну лицевую, накид, лицевая, 2 изнаночных. Опять 2 лицевых здесь осталось. Значит, вяжем одну, накид, лицевая, 2 изнаночных. Здесь провязываем одну лицевую, накид, лицевая, 2 изнаночных. Лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночных. И так вяжем по кругу. Вяжем 7-й ряд. 2 изнаночных, лицевая, накид провязываем лицевой и лицевая. То есть у нас опять получилось 2 петли изнаночной, 3 лицевых. Две петли изнаночных, лицевая, накид провязываем лицевой, лицевая, 2 изнаночных, лицевая, накид лицевой, лицевая, 2 изнаночных, лицевая, накид провязываем лицевой и лицевая, 2 изнаночных, лицевая, накид провязали лицевой и лицевая. И так вяжем по кругу. Вяжем 8-й ряд. 2 изнаночных, 3 лицевых, 2 изнаночных, 3 лицевых, 2 изнаночных, 3 лицевых, 2 изнаночных, 3 лицевых. И так вяжем по кругу. Вяжем 9-й ряд. 2 изнаночных, опять одну лицевую снимаем, не провязывая, провязываем 2 лицевые, и на эти 2 лицевые надеваем снятую, 2 изнаночных, одну лицевую снимаем, следующие 2 лицевые провязываем лицевыми, и на эти провязанные надеваем снятую, 2 изнаночные, одну лицевую снимаем, 2 лицевые провязываем, и на провязанные надеваем снятую, 2 изнаночных, лицевую снимаем, не провязывая, затем 2 лицевые провязываем,
И на эти провязанные надеваем снятую. 2 изнаночные. Вот и весь рисунок. И опять все повторяется. И так вяжем по кругу на высоту шапочки, смотря откуда вы будете вязать. Либо от самых бровей, либо повыше, но вот до этой прямой. Ну вот, связала я шапку на высоту 9 сантиметров. И теперь мне нужно рассчитать убавление для донышка. Значит, у нас было 38 сантиметров, из которых я убрала 2,5 сантиметра на плотность облегания. Получилось 35,5 сантиметров. Теперь мы должны найти радиус. Ну, радиус для этого манекена я уже знаю, а еще раз приведу расчет. Значит, длина окружности равна 2πr. Значит, радиус будет равен 35,5 деленное на 2 и на 3,14. Там получается 6 сантиметров. Вот. И теперь нам нужно узнать, сколько кромочных у вас в 6 сантиметрах. Вот для этого вам и нужно было образец вязать в высоту на 10 сантиметров. Везде рекомендуют на 10 сантиметров. Ну, значит, у меня получилось, что в 1 сантиметре у меня кромочных, вот у нас тут кромочные, у меня в 1 сантиметре 1,5 кромочных. 1,5 кромочных. Что равно, значит, 1 кромочная это 2 ряда у нас. И еще половина, значит 3 ряда в 1 сантиметре. А в 6 сантиметрах мы 3 ряда умножаем на 6 и получаем 18 рядов. Это у нас радиус. Вот столько нам 18 рядов. В 18 рядах нам нужно будет делать убавление. Итак, как мы с вами выяснили, радиус у нас 18 рядов. Вот за эти 18 рядов мы должны сделать убавление. Значит, давайте посмотрим, где можно убавить. Значит, сначала 1 раз мы можем убавить вот в этих дорожках, где изнаночные петли. 2 вместе провяжем. Потом мы с вами провяжем 5-6 рядов и сделаем убавление вот здесь, где мы должны были делать накид. Мы его делать не будем. Третье убавление. Здесь останется у нас 2 петли. Сделаем здесь убавление. Ну вот давайте начнем. Здесь я поставила маркер, что это начало ряда. Вот, сейчас мы 2 петли с вами провяжем вместе. Затем у нас идут 1 снимаем, 2
провязываем и на провязанные надеваем снятые. Значит, теперь этот маркер можно поставить в том ряду, где мы делали убавление, что если вы вдруг ошибетесь или у вас не совпадет, вы до этого места можете всегда распустить. Так, и опять 2 вместе. Здесь 2 лицевые провязываем и на них надеваем снятую. И так вяжем по кругу. Вот довязала я ряд до конца. И теперь, чтобы нам не сбиться, вот этот ряд отметим, что мы здесь сделали убавление. Вот так примерно. Следующий ряд будем вязать без убавлений. Уже 1 изнаночная у нас осталась. Здесь мы лицевую провязываем, делаем накид и опять лицевая. Опять изнаночная, лицевая, накид, лицевая. И вот этот ряд отметьте, что вы здесь убавлений не делали. И так будем выходить на 18 рядов. Значит, этот вы круг довязываете. Так, вяжем следующий круг. Тоже без убавлений. Вяжем изнаночную. Лицевые 3 провязываем и опять изнаночную. Лицевая, накид провязываем лицевой и еще 1 лицевая. То есть мы здесь убавлений тоже не делали. Значит, тоже отмечаем, что убавлений нет. Итак, вяжем по кругу. Тоже вяжем без убавлений. Три. 1 изнаночная, 3 лицевых. И так вяжем по кругу. И отмечаем, что 3-й ряд без убавлений тоже будет связан. Вяжем следующий ряд, тоже не убавляем. 1 изнаночная, 1 сняли, 2 провязали и на провязанные надели снятую, изнаночную. 1 сняли петлю лицевую, 2 лицевых провязали и на них надели снятую. То есть этот ряд у нас тоже идет без убавлений. Следующий ряд тоже вяжем без убавлений. Изнаночная, лицевая, 1 добавляем за счет накида, лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, накид, лицевая, 1 изнаночная, лицевая, накид, лицевая. И так вяжем по кругу тоже и тоже без добавления. Еще 1 ряд вяжем без добавлений, то есть изнаночная, 3 лицевые, изнаночная,
3 лицевые, изнаночная, 3 лицевые, изнаночная. То есть в этом ряду мы тоже добавлений не делаем. И так вяжем по кругу. Еще один ряд вяжем без убавлений. То есть изнаночная, 3 лицевых, изнаночная, 3 лицевых, изнаночная, 3 лицевых. И так вяжем по кругу, тоже без убавления. Так, а этот ряд вяжем 1 изнаночная, 1 снимаем, 2 провязываем лицевой и надеваем на них снятую. Практически мы сделали убавление. Мы в следующем ряду накид уже делать не будем. То есть мы ставим, что убавление сделали вот в этом ряду. И опять изнаночная, 1 сняли, 2 провязали и на них надели снятую, изнаночная. Вот, мы рисунок пока что не нарушаем. Итак, вяжем по кругу. Следующий ряд вяжем изнаночная. Вот здесь, по идее, мы должны были накид добавить. Мы его не будем добавлять. Мы же здесь убавление сделали. Вот, это у нас будет автоматическое убавление. 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые. Итак, вяжем по кругу и отмечаем, что в этом ряду мы убавлений не делали. Еще один ряд можно провязать без убавлений. То есть изнанка, 2 лицевых, изнанка, 2 лицевых. Значит, здесь мы тоже убавлений не делаем. Итак, вяжем по кругу. В следующем ряду уже можно сделать убавление. Изнаночная, 1 петлю снимаем, 2 провязываем, на провязанную надеваем снятую, изнаночная, 1 петлю снимаем, 2 провязываем и на нее надеваем снятую, изнаночная. В принципе, рисунок тот же самый, только чуть поменьше стал. Так, вяжем по кругу и отметим, что здесь мы сделали убавление. Следующий ряд тоже вяжем без убавлений. 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. Так, вяжем по кругу и отметим, что мы здесь убавлений не делали. И еще один ряд можно также провязать без убавления. 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. Итак, вяжем по кругу.
И обозначаем, что убавление мы здесь не делали. Следующий ряд смотрим. Вот просто обратите внимание, как бы вы хотели поинтереснее убавить. Можно вот убавить вот таким образом. То есть убавим мы 2 петли. Потом вот здесь провязываем следующим образом. Заходим во вторую петлю, потом в первую, снимаем. Затем провязываем изнаночный. И на эту изнаночную надеваем 2 снятые. Вот так. И у вас лицевая лежит сверху. Следующие 2 петли тоже нам нужно провязать бы поинтереснее. Давайте сделаем так. Одну снимем. Можно 2 провязать лицевой. И на провязанные надеть снятую. Вот так. Мы снимаем 2. Провязываем изнаночную. И на нее надеваем 2 снятые. Вот таким образом мы еще раз убавляем. Значит, здесь ставим, что мы в этом ряду убавляем. Так, что у нас тут? Одна петля осталась. Мы ее перекинем на эту спицу. Вот у нас, значит, теперь 2 лицевых и 1 изнаночная. Ну, как я уже сказала, я буду делать так. 1 снимаю, 2 провязываю лицевой. И на эту петлю надеваю снятую. Затем у меня 2 изнаночных и 1 лицевая посередине. Мы эти 2 снимаем, провязываем изнаночную и на провязанную надеваем снятые. Вот. И так вяжем по кругу. Вот. А один ряд можно провязать просто лицевыми петлями, без убавлений. Ну, так вяжем по кругу. То есть в этом ряду у нас убавлений уже не будет. Ну вот, в принципе, и все. Осталось обрезать нитку, вставить в иголку, собрать и стянуть. Ну, после того, как я стянула верхушку шапки, вот такая макушка у нас получается. Вот, рисунок практически не нарушен. И вот таким образом вы стянете. Теперь мы отпарываем дополнительную нить.
И собираем петли на спице. Вот. Поскольку я вязала на чулочно-носочных спицах, то я буду собирать на них же. Вот. И так все отпарываем и собираем на спицы. Теперь берем спицы на пол размером меньше. Вот у меня номер 2,5. Берем нитку в одно сложение. И вяжем один ряд изнаночными петлями. И так вяжем по кругу. Второй и все последующие ряды вяжем лицевыми петлями. И так мы вяжем лицевыми рядами полностью всю шапку до того момента, где нужно делать убавление. Вяжем один в один. Дальше делаем расчеты, как я вам уже показывала, и делаем убавление до макушки. Теперь я вам объясню, почему мы сначала вязали изнаночный ряд, самый первый ряд. Потому что он нам хорошо дает загиб внутрь второй шапочки внутренней. Он за счет изнаночного ряда у нас хорошо ложится внутренняя часть шапки. Почему мы вяжем спицами меньшего номера и в одну нитку? Потому что если бы мы вязали точно таким же номером спиц и в две нитки, или даже бы в одну нитку, у нас лицевое полотно было бы намного шире, нежели этот рисунок. То есть у нас бы шапка пошла внутренняя волнами. Поэтому вяжем в одну нитку и на пол номера спицами меньше. Ну и теперь вернемся к внутренней части шапки. Значит, вот я связала равное количество вот до убавлений. Вот здесь у меня убавление пошло в шапке. И внутреннюю часть, вот внутреннюю часть я связала точно такую же. У меня в 1 сантиметре 4 ряда. 1 сантиметр, 4 ряда. Значит, в 6 сантиметрах мы 4 ряда умножаем на 6. Получаем 24 ряда. Вот до макушки мне надо провязать до конца макушки 24 ряда на убавление. У меня 105 петель. 105 петель делим на 24 ряда. Получаем по 4 петли мы должны убавить в каждом ряду.
И у нас еще останется 9 петель, которые мы потом на нитку стянем. Но я решила убавлять через ряд. То есть я 105 делю на 12 и получаю 8 петель и плюс 9 петель в остатке. То есть я сначала провязываю, один ряд провязываю с убавлением, потом убавления не делаю, опять с убавлением, потом не делаю. И в каждом ряду я убираю 8 петель. Опять делаю убавление на 8 петель. Значит, как я решила убавлять? Вы смотрите по-своему, кому как понравится. Я буду делать по принципу убавления в носках. То есть, вот я одну петлю снимаю, вторую провязываю, на нее надеваю снятую. Это уже одну мы убавили. Затем вяжу все петли лицевыми. В конце спицы я тоже провязываю 2 петли. Я убавила 2 петли на одной спице. На следующей спице тоже убавляю в начале ряда, в начале спицы 1 петлю. Эти я провязываю, а 2 петли провязываю вместе. Это мы сделали убавление, вот в этом кругу. Следующий ряд вяжу без убавлений. Третий ряд я опять провязываю 2 вместе в начале и 2 вместе в конце. Если у кого-то получится другое количество петель, да это естественно, то вы, допустим, больше, то вы помимо того, что убавляете в начале и в конце спицы, можете убавить еще в середине. Но старайтесь убавлять равномерно. Ну вот, оставшиеся 9 петель, вот как у нас должны были быть, вот я собрала на нитку. И теперь затягиваем. Завязываем узелок здесь. Выворачиваем. За счет того, что мы вязали вот здесь самый первый изнаночный ряд, у нас шапка внутренняя хорошо завернулась внутрь. Вот край ровный, именно узором идет. Ну, вот такая внутренняя часть у нас получилась. Ну, вот такая шапка у нас получилась двойная. Вот. За счет того, что здесь у нас был изнаночный ряд, внутренняя шапка хорошо подвернулась. Я решила сделать помпон. Вот у меня старый воротник валяется.
вот здесь я, видно, по-моему, нарисовала круг. Значит, диаметр круга я взяла 9 сантиметров. Теперь мы должны этот круг вырезать. Значит, ножницами ни в коем случае мех резать нельзя. Надо резать либо скальпелем, либо вот таким ножом. Вот, подкладываем что-нибудь, на чем вы будете резать. И аккуратно, только мездру прорезаем. Вот по кругу аккуратно разрезаем. Тогда у вас весь мех останется нетронутый, не рассыпется. И так вырезаем по кругу. И вот такой кусочек меха мы имеем. После того, как мы вырезали наш кусочек меха, мы его должны собрать. Вот можно такими стежками проложить. Вот и так прошиваем по кругу и затем стягиваем. Вот я собрала практически весь его. Сейчас будем затягивать. Вот. А сюда, чтобы форму держал, вот есть синтепух такой, синтетическое волокно. Вот для формы. Сюда и вот так набьете, ниточку стянете. И потом зашьете. Теперь нам осталось только пришить помпон, и шапка будет готова. Ну вот, пришила я помпон, и вот такая шапка у нас получилась. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.